Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня готовим очень вкусный нежный десерт. По внешнему виду он очень похож на чизкейк, но в его основу входит сметана, поэтому и называется этот десерт сметанник. Кроме того, этот пирог очень вкусный и простой в приготовлении. Вам нужно просто сформировать форму из печенья, смешать все ингредиенты для начинки и отправить в духовку. Проще не придумаешь. Для основы нам понадобится песочное печенье 250 грамм и сливочное масло 100 грамм. Для начинки 500 грамм сметаны, 3 яйца, 80 грамм сахара, ванильный сахар и 2 столовые ложки муки либо крахмала. Первым делом приготовим основу для сметанника. Берем 250 грамм песочного печенья и измельчаем в мелкую крошку с помощью блендера. Отправляем в миску. Сливочное масло растапливаем и добавляем крошки. Тщательно перемешиваем. В итоге получится вот такая вот масса. Для выпечки десерта я буду использовать кулинарное кольцо диаметром 18 см. Застилаю его фольгой в 2 слоя и делаю бортики. Это обязательно. Высыпаю сюда крошку и распределяю ее по всей форме, формируя бортики и дно. Делать это намного проще с помощью стакана. Основа готова, отправляем ее в холодильник на полчаса. Этим временем займемся начинкой. В миске смешиваем 500 грамм сметаны, лучше брать пожирнее, так намного вкуснее. Добавляем 3 яйца, сахар, ванильный сахар и 2 столовые ложки крахмала либо муки, но с крахмалом лучше. Теперь тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородного состояния. Форму с основой достаем из холодильника и ставим на противень либо решетку. И только потом заливаем сметанную массу. Иначе при переносе у вас все сломается и вытечет. Отправляем сметанник в заранее разогретую духовку при температуре 170 градусов на 35-40 минут. Готовому сметаннику дайте остыть при комнатной температуре. Если это возможно, отправьте в холодильник на 5-6 часов. Так сметанник по консистенции будет очень похож на чизкейк. У моего пирога после остывания центр остался белым, а края чуть желтее. Я думаю, что это зависит от сметаны, так как при разрезе мы видим, что пирог пропекся и прекрасно держит форму. Он получился очень нежным и вкусным. Подавать мне нравится с карамелью. Как приготовить, покажу в конце видео. Сметанник по вкусу напоминает известный десерт чизкейк, но получается намного легче по структуре и более воздушным, а продукты в разы доступнее. Друзья, настоятельно рекомендую вам приготовить этот десерт. Уверяю, вы останетесь довольны. А теперь рецепт карамели. Нам понадобится сахар 250 грамм, горячие сливки жирностью не менее 30%, 110 мл и сливочное масло, также жирное, 70 грамм. Сахар высыпаем в сотейник и ставим на небольшой огонь. Не перемешиваем, а лишь покачиваем со стороны в сторону, помогаем ему растопиться. Следим за тем, чтобы сахар не подгорел, иначе карамель будет горчить. Когда почти весь сахар растаял, можно перемешивать силиконовой лопаткой. Помогаем массе стать однородной и чтобы все кристаллики сахара растаяли. Выключаем огонь и добавляем горячие сливки. Тщательно перемешиваем, масса будет бурлить, поэтому делайте это аккуратно. Теперь добавляем мягкое сливочное масло и снова все тщательно перемешиваем. Включаем средний огонь и варим 1 минуту, постоянно помешивая. На этом этапе разойдутся все комочки и кристаллики, и карамель станет однородной. Карамель по этому рецепту получается очень ароматной и по мере остывания становится гуще, поэтому рекомендую приготовить ее заранее и только потом поливать сметанник. Так она более равномерно ложится на поверхность десерта и не растекается. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой.